Доброго времени суток всем! Сегодня пойдет речь о прототипе оптической системы наведения. В современном мире дорогостоящие ракеты поражают дешевые цели. Это примерно то же самое, если бы летчиками камикадзе в Японии были профессора или ученые. При этом стоимость взрывчатого вещества ракеты намного меньше стоимости ее системы управления. По этому поводу автор канала уже высказывался в видео «Фейерверк на службе ПВО». Теперь переместимся в 1955 год и вспомним зенитно-ракетный комплекс С-25 «Беркут». Ракета данного комплекса управлялась с Земли, получала команды от радиолокаторов и счетно-вычислительных машин. Современным аналогом можно считать квадрокоптер. Он управляется при помощи пульта. Данное техническое решение позволяет оставить командно-вычислительный блок на Земле, и он не погибнет при подрыве ракеты. Но следует не забывать про ахиллесову пяту использования радиоканалов. У них плохая защита от помех. Любой приличный комплекс радиоэлектронной борьбы сможет вывести из строя или нарушить управление ракетой. И немаловажной проблемой использования радиоканала является количество каналов для наведения ракет. И здесь напрашивается вывод сам по себе. Оптическая система наведения, которая лишена вышеописанных проблем. Для ориентации в пространстве, передачи команд и подсветки цели можно использовать лазерный луч, а если быть точным, то лучи. На военных автомобилях типа джип устанавливаются, условно говоря, отклоняющиеся системы горизонтальной и вертикальной развертки с разной поляризацией излучения. Между ними приемник отраженного сигнала с предварительным вычислителем. Отклоняющаяся система как горизонтальной, так и вертикальной развертки выполнена в виде цилиндра с щелевыми линзами, установленными на раме. Внутри каждого цилиндра расположены лазерные излучатели. Для вращения цилиндра вокруг своей оси используются бесщеточные двигатели. Приемник отраженного сигнала состоит из объектива и дихроидной призмы. За счет нее лазерные лучи с разной поляризацией разделяются и отражаются на правый и левый приемник. Приемником сигнала служит ЖКИ-матрица. В задней ее части установлена светочувствительная поверхность. Каждый ее слой разделен на определенную длину волны лазерного излучения. Принцип работы комплекса заключается в следующем. За счет раскрутки цилиндра в горизонтальной и вертикальной развертке с щелевыми линзами происходит сканирование неба по принципу, похожему на сканер штрих-кода. Одновременно со сканированием включается определенная комбинация лазерных излучателей, что представляет 4 бита горизонтальной развертки и таких же 4 бита вертикальной развертки, что в сумме дает 1 байт. Как только на приемник поступают отраженные сигналы от кадровой и строчной развертки одновременно, то это значит, что цель захвачена. Полученные сигналы с лазерных излучателей декодируются и запускается алгоритм вычисления. Он состоит из нескольких этапов. Первый этап измеряет углы строчной и кадровой развертки. Второй, изменяя код излучаемых сигналов, производит замер времени для определения расстояния до цели. И третий этап определяет цели в пространстве за единицу времени. То же самое происходит, когда комплекс находит свою ракету. Но алгоритм отличается тем, что при том же облучении двумя составными лучами разверток ракета получает команду в виде 1-байтового кода, о котором было сказано выше. Это дает команду на срабатывание светодиодному излучателю на ракете, передать на приемник комплекса последовательный код подтверждения и инициализацию ракеты. После чего в ответ вышеописанные излучатели кадровой и строчной развертки передают побайтово команду целеуказания. Это происходит за один оборот кадровой развертки. Преимущество данной системы заключается в том, что количество целей может быть достаточно большим. Вычислитель распределяет их таким образом, чтобы расстояние до ракеты было по самому короткому пути. Для помехозащищенности и синхронизации ЖКИ-матрица не работает в привычном режиме. Ее работу можно сравнить с действием кинескопа, где электронный луч пробегает по иллюминофору справа налево, строчка за строчкой. В данном случае в ЖКИ-матрице пиксели открываются поочередно по тому же принципу, засвечивая светочувствительный слой.
Данная система намного дешевле уже существующих. Ее возможно применять для разных типов ракет, не изменяя и не перестраивая их. При этом ее быстродействие и помехозащищенность на порядок выше современных систем. Спасибо за внимание.